I died down. Fight night. Рейнджер против Язи. Битва инженерных философий в терминале. Приветствую на канале ID90. Применяем наш инженерный подход к технологиям. Когда речь заходит о файловых менеджерах в Linux, обыватели обычно вспоминают графический Nautilus или проводник Windows. Но инженеры знают, настоящая работа происходит в консоли. И здесь мы часто попадаем в ловушку информационного шума. Стандартные инструменты вроде LS или FIND Что? Опять? требуют бесконечных цепочек конвейеров, чтобы просто найти, посмотреть и обработать нужный объект. Сегодня на этом поле разворачивается война двух эпох. С одной стороны легендарный Ranger, написанный на Python, монолит консервативного системного мышления 16-летней истории. С другой Язи, сверхновый реактивный снаряд на раз, который призван стать вашим визуальным контуром взаимодействия с данными. Это не просто спор о том, какая утилита быстрее копирует папки. Сегодня мы проведем полную архитектурную декомпозицию обоих инструментов, разберем их под капотом и поймем, какой подход ближе вашему рабочему процессу. Давайте погружаться. Пока мы разбираем архитектурные особенности, на канале произошло важное событие. Настало более 500 человек. Я хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку. Для меня это подтверждение того, что глубокий инженерный подход востребован. Ваши комментарии и лайки – это не просто активность, это ценная обратная связь, которая помогает развивать канал и делать контент более точным. Если вы еще не подписаны, но находите этот разбор полезным, присоединяйтесь. Обсуждаем технологии без воды и по существу. Продолжаем. Ranger. Эпоха Vim и немецкий перфекционизм. Чтобы понять Ranger, нужно перенестись в 2010 год. Немецкий разработчик Роман Цимбельман столкнулся с классической инженерной болью. Ему надоело прыгать между терминалом и тяжелыми GUI, а существовавшие консольные менеджеры казались громоздкими и не поддерживали Vim-навигацию. Он написал Ranger, заложив в него фундамент, который актуален и сегодня. Философия структуры и Python. В основе Ranger лежит трехпанельная структура панели Миллера. Левая показывает, откуда ты пришел. Центральная – где стоишь. Правая – превью. Это решает проблему туннельного зрения обычной консоли, давая инженеру карту системы. Но главный выбор Цимбельмана – это Python. Он сделал инструмент абсолютно прозрачным. Код Ranger консервативен, стабилен и запустится даже на сервере десятилетней давности по SSH. Однако Python строго синхронен. На папках со 100 тысячами файлов или тяжелых бинарниках интерфейс Ranger часто замирает. Ожидание окончания операций ввода-вывода. Архитектура превью. Первопроходец консольной визуализации. Вопреки стереотипам, Ranger никогда не был слепым. Именно он приучил инженеров к тому, что файлы в консоли можно не открывать ради просмотра. Его подсистема превью через утилиту scope.sh умеет генерировать текстовые дампы PDF, структуру архивов и подсветку кода. Более того, Ranger исторически поддерживал вывод настоящих изображений в терминал через хаки вроде V3Mim G-Display у eBerzug, а в современных версиях через протоколы Kitty и Sixel. Но так как движок синхронный, генерация тяжелого превью часто приводила к микрофризам самого интерфейса, модульность и кастомизация на коленке. Ranger – это открытый конструктор. Его конфигурационные файлы commons.py или rc.conf написаны на чистом Python. Любой инженер за 10 минут может дописать туда кастомную команду, интеграцию со своими скриптами, автоматизацией или быстрый биндинг. Инструмент буквально обживается под себя без необходимости изучать сложные абстрактные API. Интеграция в потолок и Rifle. Для открытия файлов Ranger используют собственный мощнейший инструмент Rifle. Это умный селектор, который на основе регулярных выражений и main типов решает, чем открывать файл в зависимости от того, запущена графическая оболочка или вы сидите на голом TTY. Также в Ranger есть встроенные механизмы Shell Escape,
позволяющие пробрасывать команды наружу. Но управление фоновыми процессами там базовое. Тяжелое копирование по сети может заблокировать текущую сессию. Язи – архитектурная декомпозиция реактивного будущего. Прыгаем в 2023 год. Китайский разработчик под ником SXYazi публикует первые коммиты проекта Yazi. Его мотивация – на дворе эра терабайтных скоростей и NVMe дисков, а консольный софт продолжает летать на больших массивах данных. Он решил убрать любое трение и микрозадержки интерфейса. Философия реактивности и раз. Визуально Yazi заимствует ту же трехпанельную структуру Миллера, но под капотом здесь совершенно иная физика. Он написан на раз и использует асинхронную модель на базе библиотеки Tokio. Считывание метаданных, рендеринг и операции с диском разнесены по параллельным потокам. Вы перемещаетесь по файлам со скоростью мысли. Yazi никогда не ждет полной вычистки огромной папки, отдавая управление УИ мгновенно и обеспечивая нулевое сопротивление. Архитектура превью, асинхронный рендеринг. Yazi выводит концепцию предпросмотра на новый уровень за счет своей асинхронности. Его движок превью подхватывает PDF, JSON архивы и графику, но делает это в фоне, благодаря нативной поддержке современных протоколов терминала KT, Sixel. Картинки и разметка появляются мгновенно, не вызывая затыков самого интерфейса. Вы можете кастомизировать превью логов, написать свой парсер, который будет подсвечивать ошибки на лету, прямо при скроллинге. Модульность на Lua. Yazi – это не монолит, а модульная система, где плагины пишутся на языке Lua, как в современном NeoVim. Это дает колоссальную скорость выполнения плагинов, но повышает порог входа. Написать кастомную команду с наскока, как в Ranger, уже не получится. Придется разбираться в изолированной экосистеме и API самого Yazi. Зато это позволяет создать сложные реактивные плагины для массивной обработки данных. Интеграция в потолок, очереди и Shell Escape. Интеграция с Shell здесь доведена до идеала. Функция Shell Escape позволяет выйти из Yazi так, что текущая рабочая директория PVD автоматически подхватывается вашим терминалом, исключая риск выполнить команду не в той папке. Но главное – полноценная очередь задач. Если вы ставите на копирование 50 гигабайт данных, Yazi уводит процесс в бэкграунд, показывает аккуратный статус-бар и оставляет вас работать в том же потоке. Система работает на вас, а не вы ждете систему. Столкновение эпох. Архитектурный компромисс. Когда мы сталкиваем эти инструменты лицом к лицу, становится ясно, это не спор о том, кто красивее. Нашему мозгу действительно проще распознавать визуальные паттерны, превью, чем читать сухой вывод LS. Вопрос о том, какую цену вы готовы заплатить за эту эффективность. С одной стороны, Ranger – это старый добрый ключ на 32, его превью работает отлично, его кастомизация на Python прозрачна и понятна любому инженеру. Но вы платите за это синхронностью. На тяжелых задачах он будет заставлять вас ждать. С другой стороны, Yazi – это высокотехнологичный болид, который решает проблему лагов за счет асинхронного Rust и Tokio. Он дает бешеную реактивность и идеальное управление фоновыми задачами. Но вы платите за это сложной кастомизацией на Lua и жесткими требованиями к эмуляции терминала. Без поддержки GPU ускорения и современных графических протоколов вся его магия превратится в тыкву. Выбор между Ranger и Yazi – это вопрос ваших приоритетов. Скорость разработки вашей личной конфигурации или скорость ее выполнения системой. Использование таких инструментов дисциплинирует. Вы начинаете видеть файловую структуру как архитектурный объект, а не как свалку данных. Если вы цените простоту кастомизации на Python, стабильность и предсказуемость, Ranger остается вашим надежным тылом. Если же вы работаете в режиме жесткого многозадачного потока, ворочаете огромными проектами, логами и кэшами, и вас бесит любая задержка интерфейса, Yazi станет вашим реактивным ускорителем. Предыдущее видео показало, что инженерный контент без воды вам заходит, так что давайте исправим погрешность статистики.
Прожмите лайк и подпишитесь на канал. Это лучший способ поддержать развитие умного контента. Развивайте инженерное мышление, выбирайте инструменты осознанно и до встречи на канале ID90.